У нас утро воскресенье. Всем привет. У меня сейчас встреча, там ненадолго, вот где-то на часик. И мы договорились с мужем, что встретимся с ним там в центре. Вот. И там какой-то рынок сегодня антикварный. Не знаю, успеем и не успеем, потому что он утренний. И может быть быстро закончится. Не знаю, может как будет. Вот. Но погодка вроде бы ничего. Где-то решили походим, побродим немножко. Вот сегодня и он тоже выходной, поэтому дома сидеть точно не хочется. Посмотрим, что будет с погодой, потому что вчера прям резко так за каких-то 10-15 минут прям вот так вот раз и все поменялось. Вот. Тепло, хорошо. Вот ощущение весны. Знаете, вот такой вот свежий ветерок, солнышко. Ну прям, не знаю, у меня прям весна и все такое. Хотели такие сегодня или, может быть, во вторник, потому что во вторник какой-то государственный выходной. Я так еще не разобралась, какой там праздник и вообще с чем это связано. Нужно будет узнать обязательно. Вот, но будет выходной. А у многих сделали в понедельник выходной. Но у нас в понедельник все идут в школу. Вот. Марк в первый раз вообще. Вот мы идем 13-го с Дашей на 2-1 наш, на первый урок. Вот, и вот думали поехать куда-нибудь в Брюгге, думаем, пока вроде бы как тепло. Вот, а потом вспомнили, что у нас же 23 декабря, господи, ноября у нас будет годовщина, вот, нашей, скажем так, свадьбы, когда мы расписались. Вот, и поэтому мы хотели в этот день куда-то тоже поехать, как-то, чтобы не дома провести время. И поэтому мы думали и решили все же поездку приурочить к событию, к мероприятию. Вот, поехать куда-то в новое место в какое-то, вот, потому что растраты будут и так, и поэтому как-то оно сейчас, наверное, будет не совсем уместно. Вот, поэтому уже решили, ладно, не поедем сейчас во вторник, как-то уже как-то тут время проведем, может быть, просто дома отдохнем, вот, а уже туда 23-го уже, может быть, куда-нибудь поедем. Посмотрим, куда. Думаем сейчас. Вот, ну, думаем, вдвоем вырвемся куда-то. Все, мои девчулечки. Фух, я свободна. На сегодня бегу к мужу. Муж меня там ждет на мэре. Вот, я так подумала, что лучше я пробегусь пешком. 1 километр, 20 минут. Я дольше буду сейчас спускаться в это метро. Я дольше буду ждать. Погода вообще шикарная. Но вы посмотрите, что за погода. Это просто неимоверно. Я вам сейчас покажу. Вам видно, да? Какое количество великов. Это вообще считается еврейский район. Ну и наших тут много тоже живет. Вот. У наших, я имею в виду, здесь кто хочет. Бывшие, не то что СНГ, бывшие СССР. Тут и грузины, и армяне, и белорусы, и молдаване. Тут вообще очень многонациональный район такой. Вот, и евреи. Здесь очень-очень много еврейских семей живет. Вот. Так. Хороший, спокойный район. Правда, почему-то сейчас так грязно, но у них, походу, сегодня мусор забирают. Вот. Я как раз приехала, и тут была уборочная машина ездила. Тут, между прочим, церковь. Вроде бы как украинская. Вот. Все сюда, по крайней мере, ходят на праздники церковные. Я ни разу еще не ходила, а муж ходил на какой-то праздник, я не помню. Смотрите, девочки еврейские. Походу, они по субботам тоже учатся. Прям
Скажу вам, все одинаково одеты. У них что девочки, что мальчики, все одинаково одеты всегда. У них раздельные школы. Мальчики отдельно, девочки отдельно учатся, но у них чисто свои. Никаких там нет других национальностей, никакого у них нет там вот этого всего. Чисто их дети и все. И, между прочим, районы, где живут именно там, где, ну вот, евреи живут, они просто очень охраняются здесь, очень-очень. И школы у них очень, полиция, я имею в виду. Прям полиция постоянно дежурит, постоянно. Так что это вам не хухры-мухры. Вот так. Парк здесь невозможно прекрасный. Просто невозможно. Я когда-то, у меня было время, как-то я ожидала, господи, какую-то встречу. Эти везде натыканы парковочные вот эти автоматы. Ну, на каждые 3 метра. Вот, у меня была встреча, я что-то раньше приехала и ждала. Это была зима. Это была зима, еще февраль был. И здесь было не менее красиво, не менее. И летом здесь тоже, понятное дело, такое место проходимое я была. Здесь столько людей было, отдыхала, сидела. Вот, и осенью красиво. Вообще, там, где водоемы, там, где какие-то мини-парки, всегда красиво. Даже ничего не нужно изобретать, значит, дополнительного. Просто природа, это шикарно. Особенно, когда она находится в центре большого города. Вот, пожалуйста, говорю Марку, давай я куплю тебе вот такие вот штаны в обтяжку, а сверху наденешь шорты. Вот все ходят так спортсмены. Совершенно. Нет. Ну, это подросток. Нет. Ой. Туда ходят в широченных штанах. Шорты лежат. Ну, вообще. Так все так и смотришь, и бегают, и ходят. Такие штаны, а сверху шорты. Ну, не докажешь. Вообще никогда ничего. А потом, вот знаете, через время дети все равно же приходят к этому. То, что ты им там советуешь. Я уже вообще не навязываю ничего. Аккуратненько что-то предложила, нет, да нет. Потом заметила, все равно они сами приходят к этому, но уже, знаете, под соусом того, что они сами так решили, еще так с гордостью заявляют, вот, о том, что ты им когда-то это же предлагал, советовал, упоминал, никто вообще, да, не упоминает. Вот да, это просто парадокс. Так всегда. И с Дашей так, и с Марком сейчас так. Вот. Еще иногда с Валерием так. То же самое. Ну, я всегда скромно себе умалчиваю. То, что я же когда-то об этом говорила, советовала, предлагала. Вот, ну, что есть, то есть. А парк, между прочим, что-то разрыли. Боже, весь город разрыли, перерытый к зиме. Я вообще не пойму, летом вроде было все хорошо. А сейчас вот какие-то тут, видимо, работы ведутся. Вот. Хотя не знаю, что тут за зимой могут быть за работы. Но огородили, что-то делают. Удочки, посмотрите. Что-то ищут здесь. Вышли на берег, что-то кушают. Красивые такие. Я так люблю, когда есть время, ну и хорошая погода, просто прогуляться по городу, по старой части города. Я обожаю. Ну, вот, правда, любое время года здесь красиво. Есть как бы старинная архитектура. Вот. Ну, уютно, красиво, колоритно. Вот. Но я вам скажу, конечно, вот это вот велосипедисты здесь, это пипец. Уже рассказывала вам. Но это единственный минус. Только, держи ухо востро, зазевался, вот это, заснимался, загляделся, задумался, уже все. Могут налететь тебя. И, кстати, очень серьезно могут какую-то травму нанести. Вообще тут случаев, она рассказывали, очень много всяких разных, поэтому тут нужно быть аккуратным очень сильно. Это единственный минус, когда не насладишься прогулкой, потому что только задумался, только что-то где-то стоишь, фотографируешь, снимаешь, уже все, уже звонок, уже еле-еле успеваешь отскочить. Послушайте, меня Валерий сегодня пригласил на вот этот рынок.
Он знает, как я люблю вот такие все раритетные мероприятия. Вот. И он узнал, что сегодня будет. И вот мы с ним договорились встретиться. Я как раз прохожу какой-то рынок. Я вот думаю, а не он ли это? Хотя тут вроде бы просто рынок. Фух, Валерий уже названивает. Ну, правда, иногда такое ощущение, что он думает, у меня крылья вырастают, знаете, в подходящий момент. Ну вот вообще не может спокойно подождать. Вы посмотрите, какие сыры шикарные французские. Господи, я не могу. Ой, аромат какой сыра. Плюс посмотрите, какие оливки. Сколько всякой вкусноты. Ну ладно, мне нельзя любоваться, мне нужно бежать. Бо мальчик ждет нежный. Не дай боже. Подождет лишние 2 минуты. Я думаю, что вот это сюда мы сейчас и придем. А я вот это по 100 раз бегаю туда-сюда. 100%, гляньте. Я ему вот сейчас позвоню. Может, мне его нужно торопить? Я тут тебя жду, а ну быстрей беги. А это что такое? Сладости какие-то. Это сладости их. Марк в детстве, или Даша, или Марк, я уже не помню, любили с орехами все, ну, кондитерку. И всегда, блин, вот кто ли Марк, или Даша, не помню, ореханые говорили. Если что-то, говорит, я хочу там торт ореханый. Все, я ему позвонила и сказала, иди навстречу. Потому что я посмотрела, он меня ждет, ну, где-то там в конце улицы как раз. Ну, и смысл мне туда идти, а потом назад идти. Хотя здесь столько людей, конечно, блин. Ой-ой-ой. Так, не нравится мне здесь ходить. Надо отсюда выйти. Тут где зачем я сюда свернула? Шла себе в стороне. Блин. Зачем я это сделала? Вот, пожалуйста, сколько всяких айфонов. Ой, айфонов, чехлов. Наверное, за 3 копейки. И шторы здесь. Постельные, все, что хочешь. Между прочим, здесь вообще нормальные цены. Там что-то можно откопать. Но это же все новое. Я смотрю, это не раритетный рынок. Тут в перемешку есть просто какие-то отделы, а так вообще это обычный рынок. Носочки с альпаки. По 15 евро, по-моему, одна упаковка из разной толщины. Шарфы. Здесь можно хорошие вещи, хорошего качества на этот, скажите, найти. Вот мы встретились с моим супергероем. Какие слоники. Парочка. Ну, вообще говорят, на удачу нужно покупать, чтобы хобот вверх смотрел. Приносит удачу. А там только у детеныша вверх. Так. Такое, конечно, ничего такого интересного. Мы не увидели, а Валерочка уже, смотрю, тянет его уже, откуда запахи несутся. Уже все, нагулялся. Цветочки, знаете, какие. Ой, а что здесь за сладости? Луком. Пахнет, справа идут кафе, люди кушают, пахнет оттуда. Но я не голодная, нет. Я утром нормально выпила кофе, опять сделала себе бутерброд с маслом и сыром, потому что времени было немного, опаздывала, дотянула. Но я опять легла спать в 3, монтировала, как не позже. Боже, как я вот это вот люблю. Перчик с сыром. Обожаю. И вообще так люблю сыр сейчас. Всякие разные. Прям у меня прям жадность. Знаете, я прям вижу, мне прям хочется. Раньше не любила. Ну как не любила. Раньше мне было безразлично. Я раньше по мясным была больше делам. А теперь вот сыр мне нравится. Сыр и вкусное вино. Иногда. Иногда. Смотрите, какой виноград. Огромный такой. 7,95 сливы. Маленькие бананы.
киви. Яблоки. Что это за яблоки? Каждое яблоко в наклейке. Господи, где его стелепали, а? Какой желтый гранат. Посмотрите, первый раз вижу такое. Валерий уже все, Валерий уже с пакетами. Уже пока я там... В общем, там была палатка польская. И там были неплохие, ну, неплохие были вещи. И я там себе свитерок нашла. Ну, теплый. Уже когда похолодает. Ну что, мне сейчас, знаете, опять ходить на язык, на эти курсы. Вот где он опять? Ой, где мой Валерий? Вон он. Уже жует что-то. Мне ходить на курсы нужно что-то надевать. Что-то менять. Хотя я всего лишь 2 раза в неделю мы с Дашей будем ходить, слава богу. Все-таки в польской палатке такие поинтереснее вещи, я вам скажу. А здесь в основном как бы не бельгийцы, а индусы, потом, я не знаю, кто они, вьетнамцы, да, кто, Валер, да? Ну, такое. У них, конечно, не очень. И модели какие-то старые, и качество, и вид вообще. Вот. А вот у поляков неплохо. А бельгийцев вообще не вижу. Бельгийцы в основном там посуда хорошая, видела, продавали. Вот. Но не вещи. Вещи не видела. Носков очень много вот этих. Я, знаете, себе еще что бы хотела? Я бы хотела себе пальто. Какое-то коричневое или бежевое. Вот какое-то мохнатое, но как халат. Ну, не такое, не такое. Хорошее качество, но чтобы оно, вы поняли, было. Или букле, или вот что-то такое мохнатое и мягкое. Под пояс, как халат, модель такая. Вот хотела бы, но чтобы оно было, ну, длинное, не короткое. Ну, а здесь уже фудзона, конечно. Боже мой, она вся забита. Столько людей везде. Все по шампусику, просека. Я и даже не вижу, чтобы что-то ели. В основном пьют пиво и просека, вино. Боже, здесь столько людей, мама мия. Ну, я не знаю, как хочется Валерию здесь толкаться. Я не хочу. Наш заказ готовится. Мы здесь уже нашли, кстати, место, столик. Ну, вы видите, да? Но Валерию очень нравится эта атмосфера. Он любит такую оживленность. И он говорит, что он таким образом учит нидерландский язык. Но раз учит, значит учит. Капздец, как по мне. Ждем, там сказали, минут 10-15. Шампанское у нас. Крокеты, я не знаю, почему-то мне одну дали. Даже не спросили, сколько. Ну, мне вообще-то хватит, конечно, но странно. Валерочка увидела, что мне не очень вкусно, и пошел и заказал, принес вот рыбки. И себя любимого. Это с Нидерланд, да, я так понимаю? Да. Вот, нидерландский флажок, рыбка. Ну и селедочка, конечно, его любимая. А, там еще устрицы. Ну что-то они мелковаты, да? Или это нормально? Мне кажется, они такие мясистые, да, как ты брал раньше. Ладно, какие есть. В общем, мы продолжаем учить нидерландский язык, да, Валерий? Я говорю, Валерий, попробуй дома сейчас мне не рассказать. Пойдешь переучивать. Валерыч говорит, чеснок как нарисованный, как будто бы муляж. Вот имбирь, лимоны. Но чеснок вообще прям очень смотрится аппетитно так. Это как бы мы зашли там, где, да, птичий рынок. Попугайчики. А вот прям, я не знаю, я смотрю на эти поводочки, я не могу. Я так хочу себе собачку, вы себе даже этого не представляете. Очень хочу. Домашнее животное, питомец, это такое счастье, это капец. Никто не может вот этот момент заменить. Никто. Можно чем хочешь там.
возместить себе жизнь, да, там. Но этот момент, вот этот пунктик, когда домашний любимец никто не заменит, кроме самого любимца. Поэтому я очень хочу себе какое-то животное домашнее. Машину ставили, я же и хотел тебе. Я вспомнила, да, уже начинаются, посмотрите, уже украшения. Крисмас. Смотрите внутри, какая красота. Мама дорогая. Очень красиво. 2 шага влево, и вот вам осень еще во всей красе. Красивые деревья, желтые, с которых еще продолжают опадать потихонечку листочки, вокруг желтый. Вот, но это никак не вяжется с Крисмас, ну, слова совсем. Не знаю, мне кажется, всему свое время. Хотя бы нужно дождаться конца ноября, потом уже готовиться к этим всем зимним праздникам. Вот, смотрите, осень и осень. Вообще атмосферно так. Листочки падают так медленно. Красиво. Сегодня воскресенье, из всех магазинов открыт только книжный. Я вот думаю, детские... Да нет, у нас в библиотеке полно их. Вот сейчас взяли, и кто там их читает. Я попыталась, вот и поняла, что нам нужно брать еще. Вообще для малышей. Хотя вот понимаю. Вот Рики and Зейн Фриндиес. Рики и его друзья. Конечно, уже приятно, знаете, что-то понимать. Хротте Анна Лерт Вемен. Большая Анна учит плавать. Такие красивые у них продаются рождественские открытки. Прям там целое произведение искусств только что проходили. Зайду пока. Запах этот. Обворожительный запах книг. Ох, если я бы сейчас накупила бы, если бы это было на понятном языке что-то. Кулинария. Смотрите, как мусорки разговаривают. Не хочет говорить, да? Не хочет говорить. Разные у него варианты есть. Я думаю, что-то просто открыла, закрыла, ничего не кидала, поэтому ничего не сказал. Так, ну по традиции иду купить что-то Марку домой, потому что Валерий предлагает отвезти сумки домой. Там моя сумка рабочая, потом там купили виноград, он какие-то там купил, в общем, манго вроде бы купил. Короче, с сумками гулять это вообще, это глупость, поэтому отвезем, наверное, Марку заодно и потом еще поедем. Так, вот это возьмем. Это возьмем. Хротте фри, майонез, кола, хамбургер. Возьмем вот эти кусочки. Нитвандах это не сегодня. Так. Дыхален. Нитвандах. Боже, пока купишь, это вообще карт.
Сейчас. И Даша взяла бургер. Я знаю, что она любительница этих всех. Какой-то новый. Не знаю даже, что там, с какими-то соусами. Так, мой готов уже 456. И еще мне нужно подождать. Блин, что я протупила, не заказала сразу в одном. У нас сегодня погода настолько идеальная, что вон даже шары запустили. Кто-то там. Да, там же с человеком, ты думаешь, или это просто большой? Да, представляете, я бы в жизни, я не знаю, ни за какие бы деньги, ни за какие вознаграждения, я бы ни за что бы туда не залезла. Вообще, мало того, что я боюсь высоты, для меня это вообще страшный сон, не пойму. Я даже на колесо обозрения меня туда не затащишь, не говоря вот это. О, Дарьюшка. Да. Да. Не, ну прикиньте, реально. Где так воскресный обед. Все довольны. Марку, правда, нужно все время греть. Тому вечно холодно. Холодно. Да что не кушает. Такие манго. Гляньте, какие манго. Красивые такие. Нельзя заказать больше 2 кило. Вообще, в принципе. Снеки. Потому что как раз таки из этого учета. Маме бананчики такие маленькие купили, отнесли. Я ударилась лбом. Какие финики большие. Они мягкие? Попробуй. Не, я не хочу, я их вообще не люблю. Они как мед. Я вообще не люблю вот эти все сухофрукты, вот эту всю Так ты просто попробуй, это историю. Не хочу, спасибо. Не любители они винограда, ничего. Да, девочки, забыла показать вам. Ну, наверное, я сейчас лучше его сниму, да? Красивый такой воротник. Ну, я так думаю, что под низ какую-то майку нужно. Желательно алкоголичку. Он такой синий, как раз под мои глаза. Очень шикарно выглядит. Вы поняли, да, как этот ворот смотрится. Широкий рукав. Он такой слегка оверсайз. Ну, в общем-то, классная модель. Модненький такой. Вот. Ну, это у поляков взяла. Видимо, они, сами вяжут, потому что, видите, ни бренд никакой, ничего. Вот. Такая просто фигнюшечка висит. Ну, мне понравилось. Ничего вообще лишнего. Хорошенький такой. И теплый очень. Конечно, не знаю, когда я его буду носить, потому что на улице сейчас прям жарко. Ну, у нас уже 7 часов вечера. Вы думаете, мы куда-нибудь поехали? Вот муж, мы сейчас поставим сумки и поедем погулять. На кораблике покатаемся, походим. Я ему говорю, что мы уже никуда не поедем. Я приду домой, я лично просто понимаю, что я расслаблюсь и я захочу отдохнуть. Потому что я опять поздно легла, рано встала. Походили, погуляли, покушали, выпили этого шампанского, понятно, оно разморило, Нет, мы пойдем, погода хорошая, я тебе вот прям 100% говорю. Ну, что вы думаете? Пришли, посидели, они еще там с Дашунькой посидели, фрукты поели. Я смотрю на него уже тоже, говорю, ну что, мы идем? Да нет, наверное, ну чего и следовало было ожидать. Зато мы с ним легли, как заснули и проснулись уже темно, уже очень рано темнеет, уже непривычно. И так летом было классно, конечно, летом еще в 10 часов, еще было светло, и это было идеально, и казалось и день дольше, хотя тоже время летело быстро, но хотя бы, а сейчас так вообще, только утро уже ночь, только утром уже ночь. Даже мама говорит, спускала ей фрукты, сегодня манго порезали, и там отнесла я этим, скажите мне, виноград там такое и финики же вот эти вот. И она говорит, у меня здесь так время быстро летит. Говорит, мне кажется, что я не пойму, то ли я долго сплю, то ли еще что-то. Я говорю, да нет, мне кажется, это вообще время летит так быстро. Говорю, спи, хоть за жизнь, за всю выспишься тоже. Она неугомонная была всю жизнь, все в работах, все в делах, во всем таком. В общем, нечего больше мне сегодня будет это уже точно снимать. Вот, поставила Марку, не знаю, чем его накормить, потому что ничего сегодня не готовила. Вот такой выходной решила сделать. Мак купили. Вот, но думаю, скажите, манку ему сварю. Он любит у нас манку с вареными яйцами, в яйца.
сварю и тост сделаю с масличком. Я думаю, это будет вкусно, и чай. Вот. И будет ему такой ужин. В общем, я сейчас уже сижу, монтирую видео, чтобы не допоздна сегодня. Потому что вы сейчас смотрите, вы мне так активно пишете, девочки. Ой, под последним видео вообще вы такие мне трогательные истории пишете. Вы мне пишете свои ощущения, вы мне пишете свою жизнь. Мне очень интересно читать, и я вас тоже таким образом больше узнаю, и я тоже проникаюсь вашими эмоциями. Частично я представляю вашу ситуацию, вашу вот эту вот энергетику, которой вы делитесь. Конечно же, это нас сближает, конечно же, мне тоже интересно, помимо себя, допустим, услышать что-то о вас, почитать. Спасибо вам большое за такую просто крутецкую обратную связь. Вот, поэтому сегодня, вот сейчас монтирую вам видео, потому что прям есть желание снимать, когда я вижу отдачу, вот правда. Вот, так что вот, в понедельник будет еще один вложек. Вот, всех вас обнимаю, всех вас очень-очень люблю, ценю, и в скором будущем увидимся точно. Не обещаю, что завтра, как только что-то наснимаю, обязательно с вами всем поделюсь. Всем пока-пока, берегите себя, пожалуйста, всех обнимаю. Хорошей вам всем недели и доброго здоровья.